Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион на канале Астро Испирационе. Таро прогноз на декаду, таро прогноз на 10 дней с 1 по 10 марта. Весна, мои дорогие, мы уже вплотную подошли к весне. Кажется, еще совсем недавно мы собирались встречать Новый год. А вот, пожалуйста, уже у нас на пороге действительно весеннее настроение, по крайней мере, пусть весна живет круглогодично в нашем сердце и в нашей душе. Так вот, Таро расклад, давайте узнаем, что же скоро случится, что скоро произойдет. Как мы говорим, что по судьбе. Вот в самом начале весны, с 1 по 10, дебют такой. Совсем ведь скоро, правда? Вот давайте узнаем, чего ждать или что вас ждет. К чему в целом приготовиться, как события, обстоятельства, которые происходят вокруг вас, формируют, может быть, какой-то сюжет и повлияют на вашу жизнь. В каких сферах жизни вам, возможно, доведется принимать важные решения, тоже будем узнавать. И первая колода «78 дверей», метафорические карты, открыты двери или закрыты, самое главное. И расскажут, и даже покажут. Достанем 3 карты, не задаем вопрос. Это как потоковая информация. На что или на чем акцентирует ваше внимание, мои дорогие скорпионы, в эта колода. И, конечно, будем реалистами, к этому всегда призываю. Итак, первый знак судьбы, второй знак судьбы, подсказка, совет Таро. И третий знак судьбы. Ну, давайте будем рассматривать с вами карты с позиции позитивной психологии, ну и где-то здравого смысла тоже. На колоде Таро первая карта будет у нас называться «Главное событие» или «Ключевое событие» этих первых 10 дней марта. С чем это будет связано? Ну, возможно, и с кем. Неожиданные, может быть, внезапные какие-то события, перемены, истории. Что вас удивит, вот скажем так. И к чему же это все идет? Тоже где-то к чему приготовиться или что прояснится. Проясним, опять же, более конкретно по основным сферам жизни. И первая карта, что ждет в личной жизни, в любви, взаимоотношения в целом. Что ждет в работе. Ну и финансы также, что же ждет. Итак, какова первая карта, первый знак судьбы? О чем хотят рассказать карты? Когда выпадает императрица в самом начале, всегда хочется сказать, можно завершать наш расклад, по идее. Потому что в целом это карта благополучия. Да, основное значение – надейся сам на себя. Ну, это вот уж для кого, а для вас это вы всегда надеетесь сами на себя. Вы сильные люди. Но тут, если у нас на кону благополучие, и мы надеемся сами на себя, да хоть камни с неба, мы все равно каким-то образом обустроим этот дождь, даже если нам он сужден, чтобы эти камешки так вот сложились в одну кучку ровно, и потом мы как-то это зацементируем, употребим такое спацио, может быть, для отдыха, да, со столиками и креслами на улице. Ну, я, конечно, тут моя фантазия пошла вперед. Но о чем я хочу сказать. Карта императрицы – это карта может говорить о том, что для вас, мои дорогие мужчины, это, конечно, может быть еще и женщина, очень важная в вашей жизни, и это может быть кто угодно. С другой стороны, даже для мужчин эта карта будет говорить, где-то призывать к дипломатии, потому что договариваться, конечно, умеет императрица. В этом-то и ее сила. Только императрица способна договориться с несговорчивым императором. То есть где-то карта подсказывает, может быть, вам и придется какие-то сложные диалоги проводить. Поэтому будьте к этому готовы. Мои дорогие девочки, тут ваша сильная позиция, несомненно. У кого-то вопросы материнства, детства, ну так вот в целом, да? Или вопросы это для всех. Вопросы дома, то есть наш тыл, мои дорогие, ну, по сути дела, это императрица. Ну, давайте я достану еще одну карту. Я не исключаю, что у кого-то творческий проект, рабочий проект или вопросы, связанные именно с жильем, с переездом. Ну, наверное, любая сфера нашей жизни, то, что называется именно благополучие, ну или символизирует. Королева мечей. Тем не менее, как бы две женские персоны, две женские энергии. Для вас, мои дорогие мужчины, может быть и правда, вам придется договариваться с любимой женщиной, что я имею в виду.
Ну, тут вряд ли нам описывают по этим двум картам такую домашнюю кошечку. Нет, тут, скорее всего, очень ресурсная женщина у вас. У нее тоже есть свои какие-то планы, может быть, и творческие планы. Может быть, она хочет сделать карьеру, построить. Или пусть даже самые банальные вопросы, которые касаются тоже благополучия, казалось бы, но есть свои взгляды на жизнь. Мои дорогие девочки, это ваша, несомненно, сильная позиция. Хотя я не исключаю для всех, для каждого из вас, что это просто может быть какой-то момент, когда вам нужно будет принимать важные решения, и это будет отчасти зависеть даже какое-то продолжение отношений, пусть работа или пусть это не работа, а личная жизнь. Здесь может касаться, точнее, потому что мечи, даже оформление в юридическом плане. Рыцарь Пентаклей здесь может быть, знаете, поиск какого-то компромисса. Вот уже весь триплет говорит о том, что договариваться кто-то с кем-то будет. И, скорее всего, для вас, мои дорогие мужчины, явно тут именно женщина фигурирует. Для вас, мои дорогие девочки, ну, вы первую скрипку играете, это факт. Но могу сказать, что вам будет легче общаться с мужчинами, как-то проще решать вопросы. Или они вас понимают, или, в принципе, где-то они могут быть, ну, восхищаться вами. Почему нет? Такие вот карты выпадают. Вы можете получить какой-то подарок, такое тоже не исключаю. Или, кстати, можете решить какой-то вопрос по части финансов – раз, и, может быть, по части работы – два. Поэтому вот весь триплет, знаете, на новые свершения, дела, планы очень хорош. И в то же время, ну, наверное, в первую очередь это именно для девочек. У вас сейчас сильная позиция, потому что, ну, есть возможность быть или услышанной, или даже если не совсем согласны, то, по крайней мере, вы, ну, как-то очень так демократично, гладко, или, ну, как-то мягко сумеете настоять на своем. Правда, вот так хочется сказать. Давайте второй знак судьбы. Вот смотрите, тут могут быть, конечно, башни. Это карта трансформации, и у кого-то внешние истории. Может быть, это будет или была какая-то история с места вашего проживания. У кого-то это могла быть ситуация, когда, ну, что-то с документами, потому что по аркану башни ведь это всегда какая-то структура, это уже какой-то порядок, организация, да? Ну, и буквально организация нашей собственной жизни. Но это еще и именно, учреждения какие-то. Может быть, это прежде не получилось что-то согласовать или что-то по документам не пошло так, как вы хотите. И тем не менее, вот тогда с учетом первого триплета вы здесь, похоже, но каким-то образом сложившуюся ситуацию можете обернуть себе на пользу. При этом будьте готовы к неожиданностям. Я допускаю, что первый триплет – это само по себе какое-то действо, а уже второй знак судьбы может касаться, если мы смотрим на жезлы, плюс еще аркан башня, трансформация по работе. И что это такое? По рыцарю жезлов нам всегда говорит: будь готов к неожиданностям. Ну, неожиданности вас не удивляют. Ну, даже если удивляют, то они вас не погружают в какое-то такое небытие, и надолго. Нет. Всегда очень быстро собран скорпион. Если он захочет, скорпиону подвластно практически все. Но с учетом рыцаря жезлов могут быть какие-то неожиданные совершенно новости. Могут быть новости, которые не вы инициировали, как бы, да, вы этой темой даже не занимались. А вот правда, тут нас может что-то удивить. Вот мы откроем эту карту. Или может быть для вас что-то неожиданно. События, которые происходят в жизни людей других, будут оказывать влияние на вашу жизнь. Может быть, это связано либо когда банально даже, да, на работе происходит изменение графика, смена руководства, или теперь все на месте, пусть остались, да, а вот какие-то новые требования, новые приказы, как-то нам придется свои методы менять, ну, иными словами, адаптироваться придется. Причем это может быть неожиданно. А больше по четверке мечей нам говорят: а ты не торопись вообще в чем-то участвовать, Скорпион. Я не исключаю, что здесь может быть какая-то история, когда на вас воздействует.
Может быть, знаю ваш характер, может быть, знаю ваши способности, таланты или умение решать какие-то вопросы. Но все-таки четверка мечей– это не карта действия, это совсем наоборот. Это какое-то бездействие, это разведка, я бы больше так сказала, потому что человек, если мы посмотрим на карту и так закроем вот эту трость, в темных очках просто прогуливается мимо двери. Ну, вот и остается такое сомнение легкое, а тот ли за кого себя выдает. Поэтому тут надо быть очень аккуратным. Вы сами можете быть, да, вот как в эту разведку, как будто чтобы быть неузнанным. Вот изменить облик, как одеть шапку-невидимку, да, и где-то, ну, вот так прогуляться, я условно говорю, или приблизиться, допустим, к изучению какого-то вопроса, или попробовать пробный шар такой, да, пробный диалог с какой-то персоной, чтобы, ну, пытаться определить, чем человек дышит или на что человек готов, можно с ним договориться или нет. Разные бывают житейские ситуации. Но сказать, что если кто-то вот именно на вас, а такое может быть, как и неожиданности, здесь могут плакать в жилетку, здесь могут взывать к совести, вот, кстати, причем совершенно с учетом всех этих трех карт совесть тут ни при чем. Это конкретная ситуация, которая к вам не имеет, ну, если имеет отношение, то это кто-то желает. Или, может быть, это даже общая какая-то температура по больнице, ну, тогда мы все в равных условиях находимся, понимаете? То есть вот тут вот нет, вот именно ваши такие внутренние качества, душевные, качество характера, именно сила, кто-то может решить, что очень придутся кстати. И поэтому не мытьем, говорят, так катаньем. То есть вот будьте где-то готовы, любые методы будут а, люди где-то употреблять. Могут призывать там к жалости, к состраданию или наоборот по рыцарю жезлов. И тогда это бывают такие, знаете, импульсивные всплески, всплески несогласия или каких-то действий таких, ну, которые именно спонтанные, на эмоциях. Вот такие люди вас могут окружать. Поэтому, ну, сами как будто не торопитесь, пока вы не разберетесь в какой-то теме. Вам лично это нужно или нет. Ну да, вот, наверное, поэтому и карта императрицы. В центре вы всех вот вопросов и интересов. Ваша семья, может быть, или м, ваши любимые люди. Ну и, конечно, у вас статусная позиция. Могут, кстати, словно попытаться подъехать на какой-нибудь стриженной козе, ну вот так вот, знаете, как невзначай, как между прочим, и пытаться, ну, завести беседу, и при этом не говорить какую-то конкретику с главного, а какие-то обходные пути пользоваться вот такими вариантами. Какой-то там словесной, ну, если не дуэли, то она может перерасти, да, или разговор, точнее, может перерасти в такую, потому что начнут откуда-то издалека, а потом начнут медленно подводить к какому-то тому итогу, который человек хочет получить. Вот правда, предупрежден, вооружен. Ну, соответственно, все то, что я сказала, эта карта подтверждает, обратите внимание. Человек закрывает грот. И вот, глядя на карту, не разберешь, закрывает или наоборот открывает. Очень так красноречиво нам карта показывает. Думай, кого ты приглашаешь на свой порог, в свой дом. Скорпион, кстати, аркан императрица, кто к тебе вхож. Кому ты доверяешь, безусловно. Вот здесь идет переоценка ценностей, и я бы даже сказала, переоценка вашего окружения, ближнего, дальнего, любого. Тут у каждого какая-то своя история. Поэтому точно торопиться нельзя. Тут нужно быть загадкой. А у вас, я точно знаю, получится. По семерке жезлов мы как будто отступаем полшага назад и, в общем-то, никому ничего не обещаем. Вы сами у себя на уме где-то должны быть, видимо, побыть кошкой, которая гуляет сама по себе. Ну, или преследуя именно интересы свои собственные. А что же там как главное событие, ключевое событие? Ну, пожалуй, это у нас вестники, какая-то новость, которая вас может, вот с новостью приходит что-то подобное, о чем я говорила. И нас это может поставить как перед выбором, словно на развилку. У кого-то это могут быть вопросы, связанные с детьми, у кого-то и с работой. Король жезлов. Все же я тут больше вижу карта харизматичного лидера. Главное событие, что
Может быть, разными методами и путями вас могут либо к чему-то, правда, призывать, уговаривать, а могут и переходить на такие тезис-планы: «Сделай так, не делай эдак». Но, опять же, король жезлов, я всегда об этом говорю, это лидер. Вы где-то сами должны примерить на себя такие качества. Вам самим нужно быть харизматичным лидером. В этом идет подсказка. Потому что будут те, которые будут именно хотеть, понимаете, как-то вами управлять, можно сказать и так. Ну, правда, это карта управленца, руководителя, лидер, что ты возьмешь? Еще и харизматичный, как бы по умолчанию. Но сам человек, то есть мы можем от него слышать разного рода обещания. Он может иногда нас вдохновить каким-то проектом, должна сказать, эти люди очень магнетичны. Нам хочется их слушать. Они притягивают наш взгляд, то, что они говорят нам, ну, каким-то образом откликается в нашей душе. Но это на определенный период. Но как только дойдет до дела, делать придется вам самим. Вот я снова об этом говорю. Стало быть, если вы на что-то соглашаетесь, продумывайте альтернативные пути. Может быть, и выходы даже, почему нет? Или какие-то альтернативные пути действия, когда вам надо будет ретироваться, к примеру. Или как раствориться, да, надеть вот эту самую шапку-невидимку. То есть, вот смотрите, вы слышите новость, эту новость надо перепроверить. И если вы даже на что-то соглашаетесь или отказываетесь, то есть надо с разных сторон посмотреть то, что вы слышите, то, что вам предлагают, или то, что вы увидели, да, или вам пытаются продемонстрировать. Потому что тут как сторона, две стороны у одной медали. А вообще, с чем это связано? Ситуация по работе. У кого-то может так даже статься, мои дорогие скорпионы, что вам могут предложить строить карьеру или какую-то должность. Здесь могут быть еще такого рода события с учетом аркана башня. Какой-то человек, к примеру, увольняется, уходит с работы. Возможно, вы даже мечтали о том, чтобы занять его должность когда-то, но никому, понятно, этого не сказали. Это была ваша мечта, задумка или даже цель. Так вот, для человека это может быть башня, а для вас это какая-то возможность. Потому что, посмотрите, все же жезлы, король жезлов, да, мы говорили, время вообще подумать о собственном статусе. Вот где-то это как главное событие. Я не исключаю, что у кого-то это речь о статусе зайдет через личную жизнь. А у кого-то ведь все же это может касаться вопросов работы. Но как и в личной жизни, так и в работе, как будто работать, ну, нам придется. И личная жизнь, если мы говорим, когда формируется пара или когда просто даже начинают люди вместе жить, не просто там встречи такие романтические, а нет, это уже быт, а у кого-то и все серьезнее именно создание семьи, так это тут уже работа. Это не про бабочки в животе, поэтому и так работа, либо в личной жизни, работа над отношениями, или конкретно работа, которая касается денег. То есть это ваше место, э, откуда вы получаете доход. Работы будет много, но эта игра как бы того стоит, потому что по восьмерке пентаклей это одна из лучших карт в колоде на работу на деньги. Кстати, может быть и придется где-то договариваться со своими домочадцами, потому что с учетом вот этих карт не все будут счастливы или в восторге видеть вас не дома, а что вы практически живете на работе. У кого-то может проиграться и так. И тут как будто вы не станете наступать на горло собственной песни, потому что, мои дорогие скорпионы, может быть, это не у всех проиграется, но я тут больше вижу ваше именно желание достичь какого-то успеха, достичь статуса или большего дохода, или больших ресурсов, когда ты занимаешь другую должность. То есть вот тут не совсем про эмоции, в общем-то, нам об этом говорят. Для вас, для людей сильных, может даже в вашей организации сложиться такая ситуация, когда единственной кандидатурой будете только вы. Поэтому да, пусть железо пока горячо. Что вас удивит или будет неожиданно? Король Пентаклей, великий консерватор. Ну, может быть, это есть конкретный человек. Он, кстати, может быть руководителем. У кого-то может проиграться, как бумага из банка, кстати, да, когда вы поедете в банк,
и будете там с сотрудниками о чем то договариваться. У кого-то брать кредит, у кого-то, гасить, может быть, кредит. Я такое тоже не исключаю. Но для кого-то буквально все таки персональная карта. Может быть, есть человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент. Это могут быть и близкие люди. Иногда это идут супруги тоже, да. Но сложновато именно из-за консерватизма договориться с королем пентаклей. И я тут вижу, что какой-то человек, вот именно который, он умеет работать, много работать, он надеется тоже сам на себя. Но может быть такая ситуация, как нашла коса на камень. Ну давайте, что же вас удивит? Король кубков. Но это вы можете быть сами. Или это может быть какая-то ситуация, мои дорогие девочки, когда удивит. Родственники могут действительно удивлять. Опять же, окружение ближайшее, далекое. У кого-то удивит 2 короля. Может быть, это даже у кого-то любовный треугольник. Но я не утверждаю. Потому что вот, кстати, что король кубков, что король пентаклей. Именно больше говорят о близких, о партнерах именно по браку или родственниках. Вот здесь могут удивить вас именно люди, которых вы знали, как вам казалось, очень давно. Или один человек, да, тогда это где-то будет ваша карта, мои дорогие девочки. Это может к вам относиться. Почему? Мы все же по полу карту не рассматриваем. Ну и мужчины тут тоже, тут ведь может быть женщина именно, да, хоть и выпала король. То есть для мужчин это будет женщина, которая в более мужских энергиях, а для вас, мои дорогие девочки, вам самим придется в таких энергиях быть. И явно договариваться, потому что король кубков, он тем силен, что он умеет правильные параллели между чувствами и прагматизмом проводить. Ему свойственно чувство. Он умеет любить и принимать эту любовь, и дарить эту любовь. Но когда вопросы требуют такого более четкого подхода, он эмоций не добавляет, чтобы не создать себе путаницу. Вот правда, смотрите, 2 короля и аркан правосудия. Может быть, кто-то из вас даже столкнется с такой ситуацией, когда спор, и вас это удивит. Может быть, это споры двух близких людей или вам хорошо знакомых людей. Может быть, это двух друзей. Почему нет? Вот удивит. Может быть такое, ну или двух подруг, например, да. И знаете, вот есть такая фраза: "Двое дерутся, виноват третий". Вот поэтому, может быть, кому-то даже из вас как третейским судьей придется быть. Но это карта кармы. Какая-то ситуация, которая у вас создастся именно через людей. Она не случайна. Какое-то долгое продолжительное время к этому уже все шло. Так а что же прояснится? Давайте узнаем. А вот в этот период ничего не прояснится для людей. А вы слушайте свою интуицию. Где-то карта будет говорить правду: не участвуй ни в каких спорах, ни в каких, разногласиях. Если тебя пытаются такое бывает в коллективе, даже в рабочем, когда одна сторона пытается тебя как перетянуть, да, чтобы ты согласился с мнением именно этого большинства. А может быть, другое есть меньшинство или тоже большинство. Там они себя считают правыми. Поэтому вам и не вправо, и не влево, вам между. Вот как аркан Верховной Жрицы. Карта независимого человека. И, как известно, где-то энергии, как по четверке мечей, именно когда уметь хранить тайну, что-то наблюдать, анализировать, делать выводы и поступать по-своему. Вот что прояснится. Тут может, знаете, даже какая-то тема по работе, когда правда спор, да, и причем это не ваш. Но вот почему нельзя быть втянутым в какие-то дела, когда ваше дело сторона? Может быть, кому-то даже и придется, ну вот, я не могу сказать, что примирять людей, но или, по крайней мере, не участвуя, ну, как-то выходить из какой-то щекотливой ситуации. Вот я такое могу предположить. Но так это значит, надо сухим из воды выйти все-таки по аркану жрицы. Храните о себе тайну, храните о себе, ну, буквально молчание. Но вы-то как раз какой-то Гордиев узел, похоже, распутаете. У вас здесь может выйти на поверхность какая-то история, которая длилась уже какое-то время. И все не видно было, может быть, конца. Но вот именно теперь складываются обстоятельства так, что шаг за шагом вы что-то будете прояснять.
По двойке жезлов мы строим планы на будущее. Вот что прояснится. И в зависимости от того, что вы узнаете, или какие документы вы получите, или какая конфигурация у кого-то по работе, вы будете делать какие-то выводы и после этого строить планы. Но тут, похоже, что-то стремится как к разрешению. То есть сама по себе ситуация разрешится. Но то, что она вот именно разрешится с 1 по 10, вряд ли. Тут явно какое-то будет продолжение, когда вы будете ожидать, чтобы вот это действительно уже дошло до какой-то финальной стадии. То есть вы будете действительно как будто ожидать либо конечного результата, конечного итога или документа получения, или принятия решением каким-то человеком. То есть вот что прояснится, на 100% не прояснится, поэтому за этот период достаточно спокойный для вас. Самое время свои какие-то наметки, планы, минимум, максимум, одновременно план А, план Б, план С, потому что нам ведь не говорят стабильно, что да, ты тут уже как будто определился или что-то у тебя прояснилось, Скорпион, и ты уже в этом можешь быть уверенным и на последующий период. Скорее всего, нет. Вам тут придется, ну, как-то вот лавировать. Короче, быть дипломатом, это точно. Что ждет в любви, в личной жизни? Выбор какой-то. Двойка мечей, обратите внимание, интуицией, да, делает выбор. Метает дротики, мечи. Колода ведьмочек. Наша ведьмочка с закрытыми глазами отправляет нож в мишень и попадает в центр. Видимо, многое будет каких-то ситуаций. Я не вижу, что у кого-то я допускаю, конечно, может быть, это именно любовная история. Но ведь это могут быть вопросы с родственниками, потому что что-то подобное нам такое тут очень похожее, да. Хотя тут мы все разные. И вот делайте выбор душой и сердцем. Тут именно нужно понимать, чего же хотите вы. Может быть, и придется договариваться, но, мои дорогие скорпионы, каков бы ни был сложности выбор, а сейчас на вашей стороне фортуна. Поэтому, если заручиться дипломатией, то вы можете, как и узнать, много каких-то деталей. Вы сумеете решить какой-то сложный вопрос, закрыть даже какую-то сложную тему. Это факт, что ждет в любви и в личной жизни. Главное, не впадать в какую-то апатию, мои дорогие. Правда, четверка кубков– это когда мы бездействуем. Или когда вот этот выбор очень долго, ну, как бы затянулся, топчемся на месте и так и не знаем, какое же решение принять. Но здесь именно будьте готовы к альтернативным решениям. Вам по личной жизни как будто придется Соломоново решение принимать и действовать так, как вы не действовали прежде. Все-таки соглашаться на что-то тут придется. Другой вопрос– эквивалент всего этого. Что ждет в работе? Фантастика. Мои дорогие любимые скорпионы, когда в моих раскладах и на двух разных колодах совпадают одинаковые карты, у вас две карты императрицы, то вот все то, что я сказала, вот ваше благополучие, оно на кону. Мои дорогие девочки, пусть это на работу, у кого-то работа на дому может быть, у кого-то это получение вторичного дохода за счет, может быть, вашего творчества или ну, может быть, это и пассивный доход. Вот именно дом, да, где-то олицетворяет императрица, наш тыл, и одновременно благополучие, ну, понятно, тут и деньги. С учетом урана, который все дробит, я бы даже сказала, было бы и неплохо какой-то запасной аэродром по части работы иметь. Но для кого-то эта карта будет действительно свидетельствовать отчасти, что вам может даже помочь какой-то человек, которую вы хорошо знаете. Но и не то, что это помощь, мы сидим и ждем. Ну, может быть, будут какие-то диалоги, когда вы правильному человеку или нужному человеку как-то правильно, опять же, подадите, м, что вы хотите получить. Может быть, вы ищете работу, и вы тогда правильно расскажете, что бы вы хотели, да? Или, ну, какая-то иная конфигурация. Здесь могут быть такие люди, но, в принципе, сейчас как будто у вас либо личная жизнь, либо работа. Решается вопрос вашего статуса. И финансы, что ждет? У кого-то вместе с статусом другие деньги придут. Туз мечей– это выход из, я всегда говорю, из какой-то путаницы. Может быть, путаница была именно с деньгами.
Ну, вообще, да, может быть, или с документами, даже какими-то платежными. Вот у нас как раз выпадал, где эта карта, вот, э, король пентаклей, да, я говорила, банки, или, может быть, это и не банк, у кого-то налоговая, или у кого-то это в лице руководитель, да, когда тоже надо будет договориться или прояснить какую-то ситуацию. Но в любом случае у вас очень ресурсное время практически во всех сферах жизни. Да. Эмоции, они вот от того, что присутствуют в реальности, они как будто немножко другие. Поэтому, может быть, тут нам карты так и немного и предупреждали. Но тем не менее, аркан императрица. Здесь вы можете сделать, знаете, это как в поговорке: "Позади брось, впереди найдешь". Вот какая-то такая ситуация у вас может сложиться, как и в личной жизни, так и по работе. И поэтому и важно, наверное, не упустить, потому что на какое-то продолжительное время вы как выберете для себя вот это направление, закончится вот этот долгий лабиринт, и в этом где-то вам помогает фортуна. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые скорпионы. Вот, кстати, не сказала, по тузу мечей это вы можете получить какой-то пакет. И это мы смотрели на деньги, поэтому, правда, тут может быть какой-то банковский документ приходит или, ну, вот какое-то извещение, да, и вам куда-то надо будет срочно поехать. Пусть не для всех, понятно, но у кого-то и так может проиграться. Так вот, оставайтесь со мной, мои дорогие, любимые скорпионы. Подписывайтесь на мой канал. Читайте мои публикации, я оставлю все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.